Евгения вышла замуж по любви. Так она думала. Это была ее любовь. Девушка была очень влюблена и так счастлива, что трудно выразить это словами. И богатой. Повезло, повезло. На самом деле у Евгении было две свадебные церемонии. Одна в столице, во дворце бракосочетаний, в ресторане с друзьями мужа. Второй был в деревне, на родине Жени. Привезти всю деревню в столицу на свадьбу было нереально. И если попытаться никого не приглашать, все будут смертельно обижены. Евгения была слишком известна во всей деревне с самого детства. Она была доброй и отзывчивой девушкой. Красивая, светловолосая, но сирота. Как можно было не обратить внимания на такую девушку? Вся деревня вырастила ее, хотя уже не была тетя. Тетя не спешила заботиться о девочке и считала ее обузой. С самого раннего возраста она нагружала девочку работой по дому и хозяйством. Женя познакомилась со своим мужем во время одной из учебных поездок. Почти вся деревня была рада за девочку, когда ей наконец удалось избавиться от тетки. Тетя была, наверное, единственным человеком во всей деревне, которого не пригласили на свадьбу. Единственное, о чем жалела тетя, это то, что она потеряла слугу и бесплатную рабочую силу. И все было бы хорошо. Вот только Евгения умерла через 3 года после свадьбы. У супругов не было времени завести детей. Безутешный муж отвез свою возлюбленную хоронить в родную деревню. Ошеломленные этой новостью, жители деревни даже не спросили, почему Женю похоронили здесь, а не в столице. Они решили, что девочку следует похоронить вместе с ее родителями, которые были похоронены здесь же, на деревенском кладбище. Когда гроб привезли в деревню, безутешный муж почему-то продолжал настаивать на том, чтобы крышку гроба не открывали. Они говорили, что Женя умерла не просто так, произошел несчастный случай, и она сильно пострадала, ее лицо было обезображено. Жители деревни согласились и начали копать яму на кладбище. На похороны Евгении пришли все, не было только ее тети. Тогда староста деревни сказал, что похорон не будет, пока не приедет тетя. Она разрушила всю жизнь девушки, так пусть хотя бы отпустит ее в последний правильный путь. А если она не придет, он прикажет участковому силой оттащить ее на кладбище. Когда она появилась, она ругалась на него. Староста деревни ничего не думал о ее плохом настроении. Он надеялся, что по крайней мере женщина будет вести себя прилично на кладбище в такое траурное время. Но это не так. Как только она приехала, она начала ругать всех за то, что они заставили ее приехать сюда. Затем она подошла к гробу и, подняв руки, плюнула на крышку, пожелав Евгении гореть в аду. В этот момент из всех щелей гроба повалил дым. Люди начали кричать «Ведьма!». Тетя должна была уйти, а дым все поднимался и опускался. Вдруг из гроба послышался кашель. Некоторые мужчины кричали, что девушка жива и что гроб нужно немедленно открыть. Несколько мальчиков тут же бросились открывать его. Когда они открыли крышку, Евгения села и начала высасывать воздух изо рта. Пожар был потушен, а девочка доставлена к фельдшеру. Безутешный муж поспешно покинул деревню, пока все суетились, бросив свою чудесным образом воскресшую жену. Но как это возможно? И почему? Именно в этот момент Женя рассказала свою печальную историю. Сначала она и ее муж были по-настоящему влюблены, но богач быстро устал от деревенской девушки. А когда Женя забеременела, он заставил ее сделать аборт, а потом он заставил ее сделать это снова. Именно тогда Евгения поняла, что оказалась в золотой клетке. Ей некуда было возвращаться, и она смирилась с этим. Она смирилась с тем, что муж сделал ее служанкой. Она признала, что он исчезал по ночам и даже приводил в дом любовниц. Но когда он заявил, что любовница будет жить с ними и родит ему ребенка, Евгения решила подать на развод. Но проблема заключалась в том, что она имела право на что-то при разводе, а муж не хотел делить свое имущество и деньги с проблемной женой. Именно тогда мерзавец задумал всю эту подлую интригу с несуществующим несчастным случаем и поспешным погребением в деревне, дома и в закрытом гробу. Его расчет был прост, никто в стране не поверит ему, никто не обратится за сертификатами. Но что же произошло? Откуда взялся весь этот дым и мистицизм? В конце концов, он дал своей жене огромную дозу снотворного. Конечно, он не должен был просыпаться так рано. То ли из-за задержки с проведением похорон, то ли из-за других обстоятельств, но Женя проснулась. Слыша голоса и крики снаружи, девочка не понимала, почему вокруг темно, что с ней случилось и где она. Последнее, что она помнила, был кофе, который она пила за завтраком. У нее ужасно болели живот и голова. Женя заметила, что ее руки сложены на груди, как у мертвой женщины. Женя попыталась встать, но не смогла даже вытянуть руки.
Девушку прошиб холодный пот, ее подозрения оправдались, она была в гробу. Но, Боже, она была жива. Она огляделась и попыталась почувствовать окружающее. Она хотела повернуться, но не смогла. Вдруг что-то зашуршало. Очень знакомый звук, как будто что-то хлопнуло, затем скрипнуло и затихло. Женя догадался, что это спички. По счастливой случайности в гробу оказались спички. Она пошевелилась и снова услышала этот звук. Она искала коробку, но все еще не знала, что с ней делать, потому что она отчетливо слышала голоса снаружи. Евгения поняла, что ее еще не похоронили, но они собирались это сделать. Тетя кричала все громче и громче, ее голос был неузнаваем. Девочка услышала, как ее тетя пожелала ей гореть в аду. Тут же в ее голове появилась мысль, которая стала спасительной. Она зажгла спичку и прошептала: «Я всю жизнь прожила в аду». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.